Бавария ищет замену для Альфонсо Дэвиса. Манчестер Сити собирается вернуться за Лукасом Пакета. Уничтожение Ньюкасла. Защитник для мадридского Реала. Обо всем этом и многом другом вы узнаете в этом ролике. А перед его началом я хотел бы попросить вас подписаться на канал, поставить лайк и оставить комментарий. Это очень поможет в продвижении ролика. Также у меня есть телеграм-канал, в котором ты найдешь все актуальные новости из мира футбола и трансляции матчей топовых чемпионатов. Ссылку я оставлю в описании. Руководство мадридского Реала приняло решение, что его первоначальное предложение для Баварии по трансферу Альфонсо Дэвиса составит 35-40 миллионов евро. Об этом сообщает Sky Sport Germany. По информации источника, максимальная сумма, которую сливочные готовы заплатить мюнхенскому клубу за 23-летнего футболиста – 50 миллионов евро. Подчеркивается, что мадридский клуб уже провел переговоры с представителями Дэвиса по поводу его заработной платы в случае перехода в Мадрид. На фоне возможного ухода Дэвиса Бавария рассматривает покупку Тео Эрнандеса. Как сообщает немецкий журналист Флориан Плеттенберг, защитник Милана наряду с другими кандидатами включен в список Баварии в качестве возможной замены Альфонса. На данном этапе конкретных переговоров по Эрнандесу нет, однако Бавария уже готовит возможное решение. Контракт француза с Миланом действует до 2026 года. Спортивный директор Барселоны Деко провел внеочередную встречу с агентом Али Дурсуном, который представляет интересы Фрэнки де Йонга на фоне слухов о возможном уходе его клиента. Об этом сообщает Sport.es. По информации источника, помимо информации СМИ о потенциальном уходе футболиста летом, стороны обсудили его слова, обвиняющие прессу в создании неправдивых новостей. Подчеркивается, что данная встреча прошла продуктивно и обе стороны остались в положительном настроении относительно возможной пролонгации контракта. Однако указанная встреча показала, что нидерландский футболист не готов продлевать контракт с Барсой в ближайшее время, в том числе до наступления лета. Его действующее трудовое соглашение рассчитано до 30 июня 2026 года. Мадридский Реал заинтересован в приобретении 24-летнего левого защитника Ювентуса Андреа Камбьязо. Об этом сообщает Transfer News Live со ссылкой на Calcio Mercato. По их информации, королевский клуб готов предложить старой сеньоре 40 миллионов евро за покупку итальянского футболиста. Однако Ювентус намерен сохранить Камбьязо в составе, поскольку видит в нем большую перспективу на будущее. Согласно информации, представленной на портале Трансфермаркт, рыночная стоимость футболиста составляет 15 миллионов евро. Хвича Кварацхелия был раздосадован заменой в первом матче 1/8 с Барселоной и не пожал руку к главному тренеру Франческо Кальцоне. Как сообщает Матина, Кальцоне разозлился из-за такой реакции грузинского игрока. Тренер провел диалог с футболистом и дал понять, что он не оценил его поведение, поскольку команда важнее любого отдельного игрока. Отмечается, что в Наполе обсуждают возможность наложения штрафа на Кварацхелию. Также существует вероятность того, что в качестве наказания Хвича начнет на скамейке запасных ближайший матч серии А. Манчестер Сити готов вернуться за вингером Вест Хэма Лукасом Пакета после окончания этого сезона. Пакета был на радаре у Сити еще прошлым летом, но надежды Лукаса присоединиться к чемпионам Премьер-лиги оказались разрушены из-за расследования Футбольной ассоциации Англии в отношении игрока сборной Бразилии. Тогда ассоциация заподозрила Пакета в нарушении запрета на ставки. Это дело до сих пор не улажено, но не мешает Лукасу играть за Вест Хэм. Как сообщает The Telegraph, Сити будет готов вернуться за бразильцем, если лишится Бернарду Силвы, к которому существует огромный интерес со стороны саудовских клубов и ПСЖ. Прошлым летом Вест Хэм оценивал Пакета в 80 миллионов фунтов. Молотобойцы рассчитывают на значительную прибыль после того, как сами потратили на приглашение Лукаса из Лиона свыше 50 миллионов фунтов. Лондонский Тоттенхэм не планирует выкупать контракт нападающего Тима Вернера. Игрок принадлежит Лейпцигу и находится в составе шпор до лета на правах аренды. За 6 матчей немец отдал 2 голевые передачи. Определилось будущее итальянского полузащитника Николо Дзаньоло в Астон Вилле. Об этом рапортует Football Insider.
Как стало известно журналистам, владельцы английского клуба приняли решение не продлевать сотрудничество с арендованным футболистом из-за его слабой результативности и повышенной травматичности. Таким образом, Заньоло вернется в стамбульский Галатасарай по окончанию этого сезона. В текущей игровой кампании 24-летний итальянец провел 26 матчей за Астон Виллу и забил 2 гола. Мейсон Гринвуд хочет играть за Манчестер Юнайтед. Нападающий чувствует долг перед родным клубом. Мейсон намерен добиться прощения у руководства. Англичанин верит, что ему дадут второй шанс. По информации СМИ, Гринвуд отклонил бы предложение от Барселоны. Основная цель игрока — выступать в АПЛ. Ранее сообщалось, что МЮ больше не хочет иметь связи с футболистом. В клубе боятся за репутацию после обвинения игрока в насилии над своей нынешней женой. Сейчас футболист выступает за Хетафе на правах аренды. Арда Гюллер решил остаться в команде на следующий сезон и бороться за место в стартовом составе. Об этом сообщает журналист Матео Моретто у себя в Твиттере. Однако, по информации источника, сохраняется некоторая вероятность на уход хавбека в один из европейских клубов на правах годичной аренды. Гюллер перешел в Реал из Фенербахче минувшим летом за 20 миллионов евро. В текущем сезоне игрок провел за сливочных лишь 3 неполных матча во всех турнирах, в которых не смог отметиться результативными действиями. Турок пропустил первую часть сезона из-за травм колена и бедра. Его контракт с мадридским клубом действует до конца июня 2029 года. Наставник Челси Маурисио Почеттино выразил надежду на беспристрастное судейство в финале Кубка Лиги против Ливерпуля. Наставник опасается, что рефери финала Крис Каванна со своими помощниками могут невольно проявить симпатии к Клопу, потому что Маурисио уже столкнулся с несправедливым, как он считает, судейством в прошлом месяце, когда Челси уступил на Энфилде со счетом 4-1. Может ли Ливерпуль оказаться под увеличенным давлением из-за того, что Клоп уходит в конце сезона? Хороший вопрос. Под давлением не Юрген. Под давлением люди, которые хотят отпраздновать победу с Ливерпулем. Думаю, мы хотим быть уверены, что дадим бой и получим справедливое к себе отношение в каждом решении. Думаю, когда мы играли на Энфилде, слишком много решений. Ни одно ключевое решение не было в нашу пользу. Мы не получили 2 пенальти. При дуэлях 50 на 50 рефери всегда свистел в пользу другого цвета, всегда красного. Я хочу справедливого отношения. Конечно, мы будем праздновать. Я первый признаю, что Ливерпуль удивительная команда, а Клоп один из лучших тренеров в мире. Но после моего последнего опыта игры там, я хочу оказаться на Уэмбли и не чувствовать давления. Я хочу сыграть матч на своем уровне, и пускай лучшая команда победит. Но я не хочу чувствовать давление от людей вокруг, цитирует Почеттино The Guardian. Фейенорд планирует продажу лидера команды, нападающего Сантьяго Хименеса, в предстоящее летнее трансферное окно. Об этом сообщает журналист Экрем Канур у себя в Твиттере. По его информации, нидерландский клуб намерен выручить с продажи футболиста не менее 60 миллионов евро. В услугах мексиканца заинтересованы клубы АПЛ — Челси, Манчестер Юнайтед, Тоттенхэм и Вест Хэм. Также на игрока претендуют мадридский Атлетико, португальская Бенфика и Спортинг. Хименес выступает за Фейенорд с июля 2022 года. Саудовские клубы заинтересованы в подписании 3 звездных игроков из английской премьер-лиги. Об этом сообщает The Times. В сферу интересов саудовских клубов входят полузащитник Ман-Сити Кевин Де Брюйне, игрок МЮ Казимира и вингер Ливерпуля Мохаммед Салах. Летом саудовские клубы продолжат активную работу на трансферном рынке для повышения популярности футбола в стране. Челси снова будет пытаться подписать защитника Барсы Жуля Кунде, сообщает журналист Грэм Бейли у себя в соцсетях. До перехода в каталонский клуб за игроком обороны охотились аристократы, однако им не удалось опередить синегранатовых в борьбе за подписание француза. По информации источника, боссы Челси в предстоящее летнее трансферное окно предпримут попытки по подписанию Кунде. Скауты лондонцев были на первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов с Наполи, где наблюдали за игрой 25-летнего футболиста. Саудовский Аль-Иттихад является наиболее заинтересованным клубом в покупке центрального защитника МЮ Рафаэля Варана грядущим летом. Об этом сообщает 90min. По их информации, саудовский клуб готов предложить футболисту заработную плату в размере 30 миллионов евро в год.
Ранее в СМИ появлялась информация о том, что другой саудовский клуб Аль-Наср готов предложить Варану зарплату в 58 миллионов в год. Арсенал по электронной почте уведомил руководство Ювентуса, что он готов предложить 40 миллионов евро за покупку 18-летнего нападающего старой сеньоры Кенана Йылдыза. Об этом сообщает Tuttosport. По их информации, туринский клуб считает, что предложенная сумма за трансфер турецкого футболиста слишком мала. Руководство и тренерский штаб Юве видят будущее клуба в Йылдызе и не готовы расстаться с ним за сумму менее чем 80 миллионов евро. Его действующий контракт рассчитан до лета 2027 года. Защитник Севильи Серхио Рамос в прошлом году надеялся, что к нему обратится мадридский Реал. Об этом сообщает Марка. По сведениям источника, Рамос надеялся, что ему поступит звонок из мадридского клуба после серьезной травмы Эдера Милитао в августе, но этого не произошло. Отмечается, что возвращение экс-капитана мадридцами никогда не рассматривалось. Рамос выступал за Реал с 2005 по 2021 год. Форвард Байера Виктор Бонифаса в предстоящее летнее трансферное окно может перейти в Челси, сообщает Код Офсайд. По информации источника, лондонский клуб не в полной мере доволен результативностью и игрой нападающего команды Николаса Джексона. Боссы аристократов летом будут прорабатывать возможную сделку с Байером по приобретению нигерийского форварда. В нынешнем сезоне Бонифаса провел 23 матча во всех турнирах, в которых смог отметиться 16 голами и 8 голевыми передачами. Его ориентировочная стоимость — 40 миллионов евро. Голкипер Барселоны Марк-Андре тер Штеген в предстоящее летнее трансферное окно может сменить клубную прописку. Об этом сообщает журналист Ашраф Бен Аят у себя в Твиттере. По его информации, немецкий вратарь ведет переговоры о контракте с одним из клубов Саудовской лиги. Вчера состоялся матч 23-го тура немецкой Бундеслиги. В нем встречались Бавария и Лейпциг. На 61-й минуте мяч удачно отскочил в штрафной к Харри Кейну, и тот открыл счет в этой игре. На 70-й минуте Беньямин Шешко в штрафной получил пас от Дани Ольма и с помощью рикошета от Леона Горецки сравнял. А на 91-й Эрик Шупоматинг на левом краю открылся под заброс Эрика Дайера, получил мяч и скинул в центр штрафной Кейну. Харри положил корпус и пробил в касание точно в дальний нижний угол, установив окончательный счет матча 2-1. Бавария располагается на втором месте с 53 очками, а Лейпциг на пятой строчке, набрав 40 очков. Этой ночью прошел матч 26-го тура английской премьер-лиги между Арсеналом и Ньюкаслом. На 18-й минуте после подачи Букайо Сака с углового Габриэль Магальяиш пробил из вратарской, и после серии рикошетов мяч оказался в сетке. На 24-й минуте после заброса в штрафную площадь Ньюкасла от Жоржиньо Габриэль Мартинелли прострелил в центр, и Кай Хавертс с линии вратарской в касание вогнал мяч в сетку. На 65-й минуте Сака получил мяч на углу штрафной, обыграл защитника и отличным ударом низом отправил мяч в дальний угол. На 69-й минуте после подачи углового отличился Якуб Кивьор. А на 84-й Джо Уиллок с линии вратарской головой переправил мяч в створ, установив окончательный счет матча 4-1. После этой встречи Арсенал располагается на третьем месте с 58 очками, а Ньюкасл, набрав 37 баллов, находится на 8-м.